существует ли подлинная духовность вне вот нашей ученической преемственности? Есть ли где-то еще то? Is there any genuine spirituality outside of our disciplic succession? Well, it's like, what's the local currency here? Lat. Lat? Latvian lat. Okay. I think, is there any currency of any value other than the lat? Это все равно, что спросить, скажите, а помимо лата другие деньги бывают? There's euros, dollars, rubles, rupees, yen. Мы знаем, что существуют евро, рубли, доллары, иены, рупии. Right? So there are many different currencies. There's a plurality of currencies in the world. В мире ходит множество разных валют. They all have value. И все они обладают ценностью. But it's relative value. Но у каждой валюты своя ценность. We want to understand their relative value, you've got to measure it against an absolute standard. Если мы хотим сравнить их относительные ценности, мы должны сравнивать их с неким абсолютным стандартом. So when it comes to theistic conceptions, there's a plurality of theistic conceptions and systems. И когда мы говорим о теистических, богоцентрических системах, то, разумеется, существует, опять же, плюрализм множества взглядов на природу Бога, служение Ему. And they each have their value. И каждая из них обладает своей ценностью. But they're not all equal. Но не все они одинаковы. Just that the currencies are not all equal. Подобно тому, как не все валюты равны между собой. In Guru Maharaj's opinion, no two things are equal. По мнению Шрилы Гуру Махараджа, не бывает двух одинаковых вещей. So why is it there's gradation in everywhere and everything? Итак, почему же присутствует градация везде и повсюду? Every last thing. Во всем без исключения. But we'll think when it comes to religion, it's all just the same. Но зачастую мы почему-то думаем, когда речь заходит о духовности, о религии, нет разницы, все одинаковые. That makes no sense. Это бессмыслица. So there has to be a way to measure. Значит, должен быть The способ, как relative value of соизмерить, theistic systems can be measured against an absolute standard. Сравнительную ценность различных теистических, богоцентрических систем с абсолютным That стандартом. standard is rasa, И этот стандарт – это раса, right? Loving intimacy. то есть любовная близость. Right? For the most part, you know, if you want to say 99% religions deal with the awe and reverential aspect of divinity. И по большей части, если угодно, 99% религий говорят о поклонении Богу в духе благоговения и почтения. The lower hemisphere of the spiritual world called Vaikuntha. Низшая полусфера, низшее полушарие духовного мира называется Вайкунтха. Lakshmi and Narayan. Это мир Лакшми и Нараян. 2.5 rasas. Там 2,5 расы. Shanta, passive, and dasya, servitorship, and a hint of friendship. Там существует шанта, нейтральное отношение, дасья, отношение служения и намек на сакхи, дружеские отношения. Deeper and higher into Ayodhya, Ram Lila. Далее, глубже этого находится обитель Рама Лилы, So Айодхья. all the 5 rasas are present, including friendship, familial, and conjugal, but conjugal save was limited to 1. И там в Айодхе присутствуют все 5 рас, то есть там не только дружеская, но также родительская опека и супружеская любовь, но высшая супружеская раса ограничена только одной Sita, Ram's wife. Ситой Деви, And супругой Рамы. Dwarka, 16,108 queens. Но в Двараке этой возможностью обладают 16108 жен. And if we go higher and deeper into Vrindavan, the domain of Parakya rasa, Paramurla. Но если мы погрузимся еще глубже, мы окажемся в мире Вриндавана, в мире паракия расы, отношений незаконных возлюбленных. Lakshmi Sahasra Satrasam Brahma Sevyamanam. Unlike Vaikuntha, you have one Lakshmi, one Vishnu. Here, millions and billions of Lakshmis for one Krishna. В отличие от ситуации на Вайкунхе, где одна Лакшми, один Нараян, то здесь мы видим, что ради одного Кришны существует многие-многие миллиарды Лакшми. Then there are gradations of Krishna conception. Далее, если еще глубже, то существуют различные градации Кришны концепции, разные Кришны. Vrindavana Hoiti Shrestha Govardhana Shaila Gandharvaka Giridhari Jata Krita Koila.
Higher than Vrindavan is Govardhan. Сказано, что выше, чем Вриндаван в целом, находится Говардхан. Higher than Govardhan, Radhakunda. Выше Говардхана Радхакунда. And Saraswati Thakur distinguished between the banks of Radhakunda and the waters of Radhakunda. А Шрила Сарасвати Такур проводит дальнейшее различие. Он говорит, что есть разница между берегами Радхакунды и водами Радхакунды. So when you say other, where is it located? Когда мы говорим другие, да, другие религии, взгляды, о чем идет речь? Is it even located? You mean Vishnu Bhakti of the lower hemisphere of the spiritual world? Вы имеете в виду Вишну Бхакти, то есть низшее полушарие духовного мира? Or are you talking about in the Saguna plane, the material world, the temporal religions that appear from time to time? Или же вы говорите о какой-то из религий мира Сагуна, то есть материально обусловленных религий, духовных взглядов, которые возникают время от времени в этом мире. That always have dates. Которые всегда привязаны к каким-то They have a датам. date when they started. Есть какая-то дата, когда эта религия была They're in основана. this plane. В этом, а поскольку они принадлежат этому миру. So are you going to compare that to the innermost region of the uppermost realm of the spiritual domain? There's no comparison. И если мы пытаемся сравнить какие-то религии этого мира, обусловленные какими-то материальными рамками, временем, пространством, с наиболее сокровенными идеями самой сердцевины духовного мира, то на самом деле это сравнение, в общем, неуместно. But to dismiss that there's a theistic impulse there would be incorrect. Однако отрицать, что существует определенный теистический импульс, побуждение к служению Богу в этих религиях, это было бы ошибкой. Because we see in even, the generally so-called uncivilized tribes, they have some theistic impulse to worship divinity. Мы видим, что даже в нецивилизованных каких-то племенах, диких странах, даже у них существует некое побуждение, стремление к служению высшему. So there's some value there, yes. Итак, да, в них есть какая-то ценность, But безусловно. unless you become acquainted with the absolute standard, you won't be able to properly judge its value. Но если только вы не познакомитесь с этим абсолютным стандартом, абсолютным эталоном сравнения, вы не сумеете должным образом сравнивать их относительную ценность. Before Prabhupada called Bhakti Rasamrita Sindhu Nectar of Devotion, he had another title. It was called The Science of Devotion. До того, как Шрила Прабхупада назвал свое изложение Бхакти Расамрита Синду «Нектар преданности», до этого он хотел дать ему название «Наука преданности». So you have to become acquainted with the science of devotion and the sort of theistic analysis, and then we can assess value. Поэтому нам необходимо познакомиться с этим теистическим эталоном, с этой системой сравнения, тогда мы сможем должным образом оценивать ценность тех или иных идей. Otherwise, the comparisons will be superficial. Иначе сравнения, что мы будем проводить, будут основаны на поверхностных And misleading. и вводить в заблуждение.